Всем привет, меня зовут Слава, и сейчас мы будем с вами разбирать и менять камеру на смартфоне Google Pixel 2, который в конце 2017 года мне обошелся в 42 тысячи рублей. Для тех, кто не в курсе, зачем мы будем ее с вами менять, то на канале есть большущий ролик, где я рассказываю всю историю от начала и до конца, как она у меня сломалась и что я пытался с этим сделать. Если вкратце, то история такова. Этот телефон я покупал из США, и, соответственно, когда он у меня сломался, я попытался его отправить в США, но, к сожалению, по законодательству и по определенным причинам телефоны нельзя отправлять из России в США, потому что здесь есть литий-ионная батарея. Я перепробовал все варианты решить проблему софтверно, но безрезультатно. И так как телефон отправить в США почтой на замену практически невозможно, то было принято решение взять и самому разобрать телефон и поменять в нем камеру. И для того, чтобы это сделать, естественно, нам понадобится сам основной модуль камеры, который обошелся мне примерно в 1800 рублей. Также мне посоветовали купить специальный клей для смартфонов, который называется B7000, и обошелся он мне примерно в 150 рублей. Ну и раз уж мы будем разбирать телефон полностью, то я решил, почему бы еще и не поменять батарею. Так как заказать оригинальную батарею в США мне не удалось, потому что тупо нет доставки в Россию, поэтому я нашел такую батарейку на AliExpress, которая мне обошлась в 600 рублей, ну и в наборе с ней также шли еще и инструменты. И я записываю это вступление еще до того, как я попытался разобрать телефон и поменять здесь камеру, потому что я не знаю, получится у меня это сделать или нет. Сейчас телефон живой, но возможно я его сломаю, не знаю. В общем, до этого у меня был опыт разбирания только ноутбука и замены там термопасты. Но смартфон это немного другое, и поэтому я немного очкую, потому что все-таки это мое основное устройство, и если оно сломается, то я останусь ни с чем. Ладненько, надеюсь, у меня все получится, и телефон я, по крайней мере, не сломаю, но, возможно, даже мы его и сможем починить. Давайте уже начинать. Перед тем, как мы начнем разбирать Google Pixel 2, убедимся, что камера до сих пор не работает, а то вдруг случится чудо, Pixel испугается, что я его буду разбирать и камера запустится. Но, к сожалению, ничего не работает, как и в последние 3 месяца. Хорошо, что хоть фронталка работает без нареканий, приходится делать все фотографии на нее, и это капец как неудобно. Чтобы я не допустил серьезных ошибок при разборе телефона, я буду использовать инструкцию ребят из iFixit. Это те, которые разбирают телефоны и присваивают им рейтинг ремонта пригодности. Ну а также я внимательно пересмотрел видео Jerry Rig Everything с Pixel 2, он разбирает телефоны и тестирует их на прочность. Before someone sits down, structural integrity is still important. And the iPad Pro just doesn't have any of that structural integrity stuff. Ну и теперь, когда мы в полной боевой готовности, можно разбирать телефон. Для начала нужно вынуть лоток с сим-картой, потому что потом можно забыть это сделать и повредить материнскую плату, когда мы будем поднимать ее для замены камеры. Но чтобы добраться до внутренности телефона, нужно сначала отсоединить стекло с матрицей от основного корпуса телефона. Между собой они соединены специальным клеем, и чтобы уменьшить их связь, нужно прогреть телефон по краям, где и находится клей. Тем самым он начнет таять, что-то типа того, и получится отодрать стекло от корпуса. Поэтому берем фен, включаем горячий воздух и проходимся по телефону. Я прогревал его где-то минуту, постепенно проводя феном по периметру. Возможно, нужно было делать это чуточку дольше, но телефон уже так нагрелся, что до него невозможно было прикоснуться, так как можно было попросту обжечься. Теперь, не теряя времени, пока клей еще не остыл, мы берем присоску и приклеиваем ее где-то посередине телефона, чтобы равномерно распределить нагрузку по стеклу. И теперь нужно так оттянуть стекло от корпуса, чтобы образовались расщелины, в которые нужно будет запихнуть штуки, похожие на медиаторы. Но на практике это оказалось сделать офигеть как непросто. Как я уже говорил, телефон очень сильно нагрелся, от этого у меня вспотели руки, и телефон был как мыло. И сложно было контролировать силу, с которой тянешь стекло от корпуса. И было страшно перетянуть, так как можно было повредить стекло, но и слишком слабо тоже нельзя было тянуть, иначе не добиться расщелины. В итоге телефон немного остыл и тянуть стало намного проще. С горем пополам, через 5 минут я таки смог немного оторвать стекло от корпуса. Но теперь нужно было решить другую проблему. Как сохранить щель и засунуть в нее пластик. Потому что одной рукой держишь смартфон, а другой тащишь за присоску. В итоге, надавив сильно указательным и большим пальцем на верхней и нижней части телефона и параллельно таща присоску средним пальцем, я смог просунуть медиатор в щель. С этого момента стало проще. От этого места постепенно нужно было вести пластиком по периметру. Связь между корпусом и стеклом ослабевала все больше и уже практически не приходилось тянуть за присоску. Главное это не просовывать медиатор слишком глубоко, так как можно было повредить матрицу и шлейф. В итоге я отдирал клей около 18 минут. Я не мог понять, почему у меня не отходит стекло, ведь я везде прошелся по периметру и связи нигде не было.
Оказалось, что у верхнего и нижнего динамика также был клей, а находился он немного глубже. Поэтому пришлось взять длинную пластиковую штуку и потихоньку острым концом отдирать клей от динамиков. И когда все получилось, стекло с матрицей отошли от корпуса. Здесь самое главное — это отсоединить стекло, поднимая его от верха, чтобы не оторвать шлейф. Поэтому аккуратно перекладываем стекло подобным образом. От фена до этого момента прошло около 30 минут. И тут внезапно появилась новая проблема. Оказывается, звезднообразная отвертка, которая шла в наборе с батарей, она не подходит. Нужна была шестиугольная отвертка, а у меня была только пятиугольная. В итоге в тот день я закончил разбирать пиксель и отложил его на полку, а сам полез в интернет искать нужные инструменты. На следующий день я купил набор для ремонта смартфонов. Обошелся он мне в 270 рублей, а общая сумма достигла 47 долларов. Как-то подойдя к этому процессу с новыми силами и уверенностью в себе, я продолжил разбирать Pixel 2. Тем более проблем больше не должно было возникнуть. С новыми инструментами я быстро открутил болтики, которые удерживали шлейф для матрицы. Потом убираем металлическую пластину и отсоединяем шлейф с одного из краев. Для тех, кто этого никогда не делал, этот процесс может показаться нервным, так как детали маленькие и большая вероятность что-то сломать. На самом деле все довольно крепкое, но все равно нужно быть осторожным, чтобы не повредить контакты. Когда я отдирал стекло от клея, я немного поцарапал черное напыление. Недолго думая, я просто взял черный маркер и попытался закрасить. На самом деле не очень помогло, потому что стекло достаточно сложно покрасить обычным маркером, ну и фиг с ним в общем. Дальше по инструкции нужно было отсоединить датчик приближения и освещенности. Он работает, когда мы говорим по телефону, чтобы дисплей автоматически отключался при поднесении телефона к уху, и для автоматической регулировки яркости. На самом деле его нужно было подцепить у основы самого датчика, а я стал отдирать медную пластину, которую в итоге немного порвал, но держалась она все равно крепко. Посмотрел на видео у Jerry Rig Everything, как правильно это отсоединить, и оказалось, сделать это довольно просто. Дальше нам нужно открутить 12 болтиков, 11 из которых крестообразный и один шестиугольный. Я боялся, что если они там будут очень крепко сидеть, то я могу повредить шляпку и не вытащу болт. Но на самом деле сами болты сидели нормально и шляпки были крепкими, и зря я об этом переживал. Кстати, вот эти ленточки здесь не просто так. Они сделаны для сервис-центров. По ним мастер может определить, пытались ли вы сами починить телефон. Если она целая, то нет. У меня, как видим, в официальный сервис телефон просто уже не примут, скажут, что сам что-то сломал, когда разбирал телефон. И вот после того, как мы открутили все болтики, нужно поднять саму пластину, разделяющую все внутренности от дисплея. На Pixel 2 есть специальное место, где ее нужно подцепить, и потом потихоньку снизу вверх ее нужно отодрать от защелок. У меня, как обычно, в первый раз возникли трудности, потому что я слишком осторожничал, боялся разломить ее и, наверное, правильно делал. На одной из защелок я застрял, не мог полностью отсоединить пластину, но в итоге я ее отодрал, и мы попадаем ко всем внутренностям Google Pixel 2. Что у нас здесь есть? Сверху у нас располагается материнская плата. На ней в самом верху есть фронтальная камера. А вот это основная, которую мы и будем менять. Здесь также располагается разъем для сим-карты. Занимает очень много места на самом деле. А под вот этой механической пластиной скрыты все процессоры. На моем образце они защищены, но вот у iFixit был образец без пластины, и вот так это выглядит внутри. Это Qualcomm Snapdragon 845, сопроцессор Pixel Visual Core и другие штуки. Дальше, как вы уже могли догадаться, идет батарея. Здесь она на 2700 мАч, достаточно маленькая. Ниже располагается вибромоторчик, а вот это нижний динамик. На самом деле он не такой большой, как кажется на самом деле. А верхний динамик располагается на пластине, которую мы отсоединили ранее. Он питается электричеством через пружины, которые опираются вот на это место. В самом низу располагается разъем для зарядки, и от него дальше идет шлейф, по которой электричество каким-то образом попадает через материнскую плату в батарею. В теории телефоном можно пользоваться и без батареи, но всегда подключенной зарядкой. А батарея выступает в роли хранилища энергии, чтобы мы могли пользоваться телефоном автономно. В общем-то, все довольно-таки аккуратно сделано, ну а теперь нам нужно будет добраться до основной камеры и поменять ее. Сначала мы отсоединяем шлейф для зарядки, он у нас также приклеен, и нужно аккуратно это все отодрать. Вначале я сказал, что хочу еще и поменять батарею, но в процессе разбора телефона я решил, что этого не нужно делать. Во-первых, зарядку он сейчас держит более-менее, на 4 часа экрана хватает. А во-вторых, я не до конца уверен в качестве покупной батареи. Вполне вероятно, что она окажется тупо хуже и телефон будет выключаться на половине заряда. Встречались подобные отзывы в интернете. Поэтому я решил ее не менять и оставить все как есть. Опыт в разборе телефона теперь появился, батарея у меня остается, если что, поменяю в любой момент.
После шлейфа зарядки я открутил еще два болта, которые держат материнскую плату. А после них уже отсоединил оставшиеся шлейфы, всего их было 4 штуки, включая шлейф для зарядки. После этого я снова взял пластиковую штуку и аккуратно подцепил материнскую плату. Ее нельзя отсоединять полностью, так как она до сих пор соединена с небольшим белым проводом. Поэтому мы немного отсоединяем плату от корпуса и переворачиваем вверх ногами. Здесь у нас практически ничего нет, разве что только сканер отпечатка пальцев и модуль NFC для Google Pay. И теперь мы наконец-то переходим к основной камере. Она соединяется с материнской платой через шлейф, который спрятан под защитным слоем, который нужно немножко отодрать. А рядом с камерой располагается лазерный автофокус. Он припаян сразу к материнской плате. Поэтому мы аккуратненько отцепляем защитный слой, отсоединяем шлейф, и все, основная камера свободна. Теперь достаем камеру на замену. Естественно, они очень похожи, но есть два основных отличия. Первый – это цвет шлейфа. На оригинале он серый, а на покупном образце он светло-коричневого цвета. Ну, это вообще не критично. А второе различие – это цвет линз или чего-то другого, не знаю. На оригинале это синий-фиолетовый цвет, очень красивый. А на покупном модуле это зеленый цвет. Не знаю, от чего зависит цвет линзы, но такая вот особенность. Недолго думая, я начал ставить новый модуль камеры. Сложность заключалась в том, что шлейф должен сгибаться, а в новом модуле он приехал прямой. Но когда ты присоединяешь модуль к материнской плате и ставишь камеру на свое место, то шлейф сгибается как на оригинале. Нужно лишь дать ему время, чтобы он застыл и не пытался распрямиться. Основная операция завершена. Мы поменяли модуль камеры, теперь нужно собрать телефон обратно, чтобы все было на своих местах, как до разбора, и надеяться, что телефон включится. Собрать Pixel 2 оказалось легче, чем разбирать, хотя небольшие трудности тоже были. Например, материнская плата долго не хотела входить в корпус так, как нужно, но в итоге где-то она подцепилась и встала на место. После материнки нужно обратно подсоединить все шлейфы. Это тоже довольно просто. Главное попасть в разъем и немного надавить, но делать это предельно осторожно, а то со психу, что не попадаешь, можно сломать шлейф и все, капут. После шлейфов не забываем закрутить обратно два болта на материнскую плату и после этого накрываем пластиной, которая защищает все внутренние компоненты. Закручиваем обратно 11 болтов, а в сумме за весь разбор мы открутили 15 болтов. 2 на шлейфе для матрицы, 11 на основной пластине и еще 2 на материнской плате. После того, как пластина крепко прикручена, нужно аккуратно присоединить шлейф для матрицы и закрутить его. Теперь нужно перевернуть стекло, но еще не сажать на клей в случае того, чтобы быстро разобрать и исправить ошибку при сборке. Ну а теперь задерживаем дыхание, зажимаем клавишу питания и телефон не включается, потому что я зажал клавишу громкости и уже успел пересраться со страху. Но теперь точно зажимаем клавишу питания и телефон включается. Матрица в целости, тач работает, в принципе можно выдохнуть. Включаем камеру. И она заработала. Радости моей не было границ. Наконец-то, спустя 3 месяца я смогу делать фотографии на основную камеру и не брать телефон жены. Но включаем камеру обратно, и тут я замечаю, что полностью не работает фокус. Тут радость от победы сразу испарилась. Я начал делать различные манипуляции. Перезагружал телефон, менял системные настройки с лазерным автофокусом, качал сторонние моды камер. В общем, фокус нигде не работал. Естественно, я нифигово так расстроился. Рассказываю, что было дальше. После этого я снова разобрал телефон и установил на него родной модуль камеры. И поначалу он даже работал, но через 5 минут снова переставал включаться. И очень редко по настроению или что, я не знаю, камера запускается, но сильно лагает автофокус. В принципе, то же самое было и до разборки телефона, разве что запускалась камера в последний месяц крайне редко, но теперь чуть чаще. Я еще пару раз разбирал Pixel 2, снова менял модуль на покупной, перепроверял все по 10 раз, чтобы не было пыли, все шлейфы сидели крепко, но автофокус так и не заработал. В итоге я решил оставить родной модуль камеры, он хоть и не работает 99% времени, но хоть иногда запускается и даже можно сделать фотографию. А покупной модуль я пока что отложил на полку, вдруг может быть когда-нибудь и пригодится. Я не знаю точно в чем может быть проблема, как мы видели, покупной модуль запускался без проблем, но автофокус ни в какую не хотел работать. Мне писало несколько зрителей, что может быть стоит поменять прошивку, вдруг она заточена только на оригинальное железо, но проблема не в этом, потому что тогда бы покупная камера вообще бы не запускалась. На официальном форуме Google в ветке проблем Pixel 2 создано несколько обсуждений о проблеме с камерой. У сотен людей также встречается проблема, как и у меня, то есть камера вообще не запускается, либо у небольшой части людей наблюдаются проблемы только с автофокусом. То есть сама камера работает, но лагает автофокус, как у меня, когда она иногда активируется. И если бы баг был программный, то Google бы его уже по-любому
хоть когда-нибудь, но починили. Но сейчас, когда ты им пишешь саппорт о проблеме с камерой, они просто без базару сразу же готовы тебе обменять твой Pixel 2 на новый, даже если у тебя уже истек срок гарантии. Они прекрасно знают об этой проблеме, но чисто физически они ее не могут решить, поэтому они просто не хотят проблем с репутацией и готовы менять телефон тебе каждый раз, лишь бы ты ничего не написал в соцсети. И я читал, что у некоторых людей даже после замены телефона камера все равно отказывала, поэтому проблема точно где-то в железе, и она была со старта продаж, потому что я свой Pixel 2 купил в одной из первых партий. И у меня американская модель Pixel 2, может быть проблемы только с ними, я точно не могу сказать. У жены Pixel 2 XL, но он европейский, и там все работает отлично, по крайней мере пока что. Тьфу-тьфу. Какие выводы? Я вас прошу, не покупайте телефоны из-за границы, если нет гарантии в вашей стране проживания. Потому что отправить бэушный телефон в США из России практически невозможно из-за этой дурацкой встроенной батареи. А если бы я покупал телефон в России у какого-нибудь местного магазина, то при условии гарантии мне бы просто вернули деньги, как у одного из моих зрителей. У него была такая же проблема. Я же пока что, как раньше, буду хотеть Pixel 2, пусть даже без камеры, знаете, я уже как-то привык за эти 3 месяца. А осенью планирую взять iPhone XR, если ничего не изменится до этого времени. Я писал в Телеграме, почему именно iPhone XR. Если вам интересно, то ссылка на Телеграм-канал будет в описании. Честно, я очень расстроен, потому что реально я горел этим телефоном, горел линейкой Pixel в целом, и вот такой вот подставы я вообще никак не ожидал. Зато теперь, наученный жизнью, буду брать телефоны только в родной стране, чего и вам советую. Увидимся в следующих видео, друзья. Желаю вам только качественной техники, чтобы она никогда не ломалась. Ну и как обычно, всем удачи, всем пока.